Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где мы с вами вспоминаем, какие масштабные копии выходили в различных европейских и российских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я хочу вам показать в некотором роде культовый немецкий автомобиль марки Trabant. Эти машины выпускались в Восточной Германии, пользовались огромным спросом среди населения, и эти машины были популярны не потому, что это очень хороший автомобиль, наоборот, он изготавливался из вторсырья, скажем так, из подручных средств и палок, но эти машины покупали потому, что у большей части населения попросту не было возможности приобрести что-то более стоящее. И такие трабанты сохранились и по сегодняшний день. Большая их часть находится в Германии, также автомобили встречаются в Польше. У нас в стране такие трабанты тоже раньше были, правда, в очень маленьком количестве, и я в основном эти автомобили видел где-то во дворах в плачевном состоянии. Сейчас уже этих машин давно не вижу, и на дорогах общего пользования таких машин я не встречал за последние 15 лет. И мы рассмотрим масштабную копию, сравним ее с другими журнальными изделиями, чтобы посмотреть качество проработки конкретно этого автомобиля. И также мы можем прикинуть размеры данного Трабанта, например, в сравнении с отечественным Запорожцем. И на мой взгляд, автомобили марки ЗАЗ более совершенны, также у них лучше дизайн, и если обычно говорят о советской технике, то, конечно, это не самые красивые автомобили, если их сравнивать с американским автопромом, с итальянскими машинами, но есть автомобили и хуже, и как раз данный Трабант не является исключением. И я думаю, в техническом плане эта машина что-то среднее между инвалидкой и автомобилем марки Запорожец. Как раз мы сравним данный Трабант с этими машинами, и я вам покажу более лучший автомобиль марки Москвич. Он примерно такой же по размеру, но это уже четырехдверный седан, и, конечно, это более комфортабельная и совершенная машина. И могу вам показать еще один Трабант, более ранний. И эта масштабная копия выходила, по-моему, в румынской журнальной серии, и у меня в коллекции собраны практически все Трабанты, которые выходили в рамках журнальных серий. Если у вас будет интерес к продолжению обзора машин ГДР, то напишите в комментариях, я покажу другие Трабанты в следующих видеороликах. И также, если мы говорим о заводе Sachsenring Autowerke, на котором выпускались Трабанты, то нельзя не вспомнить о эксклюзивном автомобиле, который тоже выходил под этой маркой, но эти машины встречаются очень редко, и, конечно, такой контраст, очень бюджетный микролитражный автомобиль и люксовый лимузин. И на эту масштабную копию на втором канале я делал детальный видеообзор. Кому интересно, можете поискать видеоролик. И давайте уберем машины из российской журнальной серии, мы их посмотрим чуть позже, и распакуем масштабную копию. И масштабная копия поставляется в традиционном блистере с серой подложкой, на котором напечатан логотип East Models, который нам гласит о том, что эти модели сделаны на их форме, указан прототип, также написано, что эти модели изготовлены в Китае. И помимо венгерской журнальной серии, такой Трабант также встречался и в польской серии. И в польской серии эта машина выходила под номером 2, только там, по-моему, был более ранний вариант 601. У этой модели другие бампера и оформление решетки радиатора. И также такой Трабант засветился в рамках российской серии «Автолегенды СССР». К тому времени она уже была переименована в «Автолегенды СССР» и соцстран. И в российской серии тоже была более ранняя популярная модификация, а вот такого автомобильчика, по-моему, не выходило. И у меня в коллекции также есть автомобили с кузовом типа универсал, и от East Models у меня в коллекции есть модель в комплекте с палаткой, которая устанавливалась на крышу, тоже выглядит довольно необычно. И такой Трабант также помимо журнальной серии и варианта East Models выпускался и другими брендами. Например, в середине 90-х годов похожий автомобиль выпускал французский бренд Vitesse. У них было несколько вариантов окраски, и, на мой взгляд, журнальное изделие сделано
чуть лучше, и модель более похожа на настоящий прототип. У Vitesse был не совсем удачный корпус автомобиля, который имел серьезные искажения, и также такая модель выходила в коробочках Mini-Champs. И у Mini-Champs было два варианта: классический седан с двухдверным кузовом и также автомобиль с кузовом типа универсал. И у меня от Mini-Champs в коллекции есть седан, по-моему, в зеленом цвете, если мне не изменяет память. И что касается данной масштабной копии, то особых нареканий к ней нету, потому что прототип, повторюсь еще раз, очень неказисто выглядит, и эта модель как раз подчеркивает все недостатки настоящего автомобиля. Но у меня есть замечание к крыше данной масштабной копии. И корпус модели изготовлен из цинкового сплава, а крышу почему-то сделали пластиковой. И эта отдельная деталь, она не очень хорошо сопряжена с другими элементами автомобиля. Также у крыши почему-то слишком выгнута центральная часть, из-за этого она смотрится инородно. И, возможно, это какой-то технологический момент при производстве автомобиля. Возможно, хотели подчеркнуть водостоки, которые у настоящего автомобиля ярко выражены, но не очень хорошее техническое решение, и, на мой взгляд, лучше бы было сделать полностью металлический корпус. Также у этого автомобиля салон изготовлен из черного пластика. При желании можно разобрать модель, окрасить сиденья, обшивку дверей, панель приборов, но пока что заниматься доработкой этого экземпляра я не планирую. Также у этой модели довольно примитивно сделаны дверные ручки. Они выделены черной краской, окрашены не очень аккуратно, и, кстати, на пассажирской двери ручка почему-то немного стерлась. Видимо, краска не держится на основном лакокрасочном покрытии. И также можно посмотреть, очень много подтеков, залита расшивка, и также на правой двери появились небольшие пузырьки на лакокрасочном покрытии. Обычно такая проблема наблюдается на черных окрашенных моделях, а на белом варианте я впервые вижу вот такую метаморфозу. Также тут присутствует небольшая пластиковая крышечка на горловину бензобака. Краской обозначили вентиляционные отверстия на задней стойке. Вполне хорошие фонари, они из прозрачного красного пластика, хотя можно было обозначить сектора и огни заднего хода. Также присутствует шильдик Trabant, нанесенный тампо-печатью, серебристой краской обозначили кнопочку открытия багажника, и у модели установлены регистрационные знаки, скорее всего или польские, или ГДР. Очень маленький знак, и на черном фоне нанесены белые буквы и цифры. Кто знает, напишите в комментариях, какой страны этот регистрационный номерной знак. Похож на польский, но польские номера были больше по размеру, здесь они совсем маленькие. Также черные пластиковые бампера, вполне хорошо сделаны колесные диски, правда нету сквозных отверстий, и вполне хорошие покрышки по размеру, и также у резины вполне нормальный протектор. Обычно на журнальных изделиях покрышки или с непонятным протектором, или они уже, чем должны быть на самом деле, или сам колесный диск намного больше, чем на настоящем автомобиле. Также у этой масштабной копии вполне хорошо проработана нижняя часть. Отлично смотрится передняя балка, также нижняя часть двигателя. Обозначена выхлопная система, и задняя часть глушителя сделана отдельным элементом, правда она из черного пластика, можно было ее окрасить серебристой краской. И также установили небольшие пластиковые брызговики, правда пластик довольно толстый, и лучше эти детали делать или из фототравления, или из резины. Но опять же, для журнальной серии это стандартный вариант исполнения. Также вполне хорошо смотрится оформление решетки радиатора. Это пластиковый элемент, черной краской обозначили вентиляционные отверстия. Поворотники установлены не очень аккуратно, у меня водительский поворотник почему-то вывалился, он не закреплен, и также, я думаю, эту деталь нужно очистить от облоя,
потому что зачастую на журнальных моделях детали не подготавливаются перед установкой, и также вид портят черные точки. Типичное журнальное изделие, и нужно сразу дорабатывать светотехнику. Обычно, когда я улучшаю фары, то делаю подложку из фольги, и вид модели становится намного лучше. Пластиковые черные дворники установлены не очень аккуратно, и также с водительской стороны присутствует зеркало заднего вида. И давайте сравним эту модель с Запорожцем. Повторюсь еще раз, эти машины примерно одинакового размера, но Запорожец выглядит более эффектно из-за обилия хрома. И, на мой взгляд, по дизайну эта машина более симпатична, чем Трабант. Но, повторюсь, Трабант тоже имеет полное право быть на ваших полках, потому что это все же частичка истории, машина того периода, когда в стране было не все очень хорошо, и эти машины, еще раз повторюсь, довольно популярны в Европе, как и запорожцы среди отечественного населения. Сейчас эти машины стоят дороже, чем когда они были новыми. И покажу вам еще несколько машин. Москвич 407 в черном цвете, он чуть крупнее, правда, поуже. И несмотря на то, что это более старый автомобиль, на мой взгляд, он выглядит современнее, чем Трабант. И покажу вам еще один Трабант с кузовом типа универсал. Эта машина симпатичнее, потому что у нее двухцветный вариант окраски. И, на мой взгляд, мордочка тоже выглядит как-то нарядней. И у этого Трабанта окрашена серебристой краской задняя часть глушителя, а проработка нижней части примерно такая же, как на белом варианте. Эти машины особо не отличались друг от друга, только мелкими деталями, поэтому, в принципе, у них очень много унифицированных запчастей. И покажу вам Sachsenring. Тоже мельком. Красивый автомобиль. И такая машина также выпускалась у Иста, и у них, конечно, проработка намного лучше. Черной краской были выделены отверстия в решетке радиатора. Из-за того, что у этой модели очень много хрома упрощенного, она выглядит больше похожей на игрушку. Но, опять же, за эту цену это более чем достойный вариант. И как раз вы можете посмотреть контраст между автомобилем люкс-класса и, скажем так, народной машиной. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный Трабант, собираете ли вы похожие автомобили соцлагеря. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.